И каждая миотическая клетка, произошедшая из растительной земли, но это уже была новые земли, это уже были животного происхождения. Каждая миотическая земля новая, каждая из 4 дала развитие уже метатическим делением из них 4 различным направлениям. Значит, первое направление было примитивное животное, второе направление было тоже насекомые различные, третье рыбы, птицы и 4 человеческое. Но это только 4-й день, забегать вперед не будем. Значит, первая клетка новой земли, первая новая земля уже дала развитие новым примитивным организмам. Где-то в космосе далеко эти все земли существуют и по сей день, допустим, с примитивными организмами, потом с более развитыми насекомыми, ну и так далее. День 5. Алло. День 5. Как на предыдущей я пыталась показать на предыдущем рисунке. Значит, первая растительная земля дала развитие примитивным организмам, вторая растительная земля дала развитие насекомым, и в день 5 уже создаются из 3-й растительной земли создаются птицы и рыбы. И, естественно, по количеству дней 5 хромосом у нас дневных, 5 хромосом ночных и 10 утро и вечер. Итого гаплоидный набор хромосом равен 20. Ну и наконец-таки день 6, когда Господь создает животных и пресмыкающихся. То есть это уже у нас будет развиваться 4-я земля. 4-я животная земля. Здесь, как мы видим, у нас из 3 было создано уже разные виды. Теперь из 4-й земли также начинается развитие, но она дает уже начало животным и человеку. То есть это та земля, на которой будет обитать человек. Но это не значит, что на этой земле не будет всех остальных видов животных. Они будут, но следы их происхождения выявляться не будут. То есть
и растительная земля и небо существуют и по сей день где-то там на горизонтах Вселенной. И все эти земли, которые произошли из миотических остальных клеток с их населением животным и примитивными животными, все это есть во Вселенной, но человеку дала развитие именно эта Земля, а птицы и все остальные как бы переместились сюда автоматически по каким-то особенно биологическим процессам. А теперь как бы приложение всей этой теории сотворения. Мы все знаем историю описания скинии собрания, которую предложил Моисей. Что у нее по периметру идет? 48 столбов, 46 и 2 маленьких столба. Это равно количеству хромосом человека, диплоидному количеству хромосом человека. Далее площадь скинии заполнена минорой, стол с хлебами предложения и ковчегом завета, в котором находилась, собственно говоря, скрижали завета. Вот, значит, отделена святое и святое святых завесой храма. Вот я предлагаю рассматривать как ядро этой клетки, в которой 46 хромосом человека, ядро клетки, это как святое святых. Ну, естественно, ковчег завета – это ядрышко. Таким образом, почему Иисус Христос все время говорил: «Я есть храм», то есть храм и скиния собрания, они построены именно по прообразу человеческой клетки, которая в свою очередь была клеткой изначальной первобытной землей, из которой все и произошло. И еще один интересный элемент. Сама минора, если вы знаете, также стоящая в скинии собрания, состоит из 7 ветвей. Вот я предлагаю, что центральная ветвь – это ветвь, из которой произошел человек, а второстепенные ветви – это земля животного происхождения. Вот эта правая часть – это все земли, по которым развивались животные. Вот я почему говорю 4 клетки миотических. Вот из одних рыбы, насекомые и простейший элемент, а также растительная левая часть, из которой также простые, примитивные, более сложные и высшие растения. Это мхи, лишайники и высшие растения. А ведут они свое начало вот
первобытной земли, земли номер 1. Потом растительная земля номер 2, мы сказали. И уже из нее пошли ветви растительной жизни и ветви животной жизни. Важно еще заметить, что в день 3 создается растительная земля, то есть без всякого солнца, звезд, людей, а эта земля существовала, развивалась и функционировала. И произошла она из первобытной земли 1. Это растительная земля 2, а произошла из первобытной земли 1, то есть из субстанции самого Бога. Поэтому Иисус Христос и говорит, что ешьте хлеб, это плоть моя, пейте вино, это кровь моя, потому что растения также отражают полностью природу Бога. И мы знаем, что животные появились именно из растительной земли, из растительной клетки, путем, как мы говорили, мейоза.